Это должно было быть их последнее прощание. Умирающая собака обняла своего хозяина. Слезы, тишина. И вдруг ветеринар остановила процедуру. Она заметила то, чего никто не ожидал. Ветеринарный кабинет погрузился в тяжелую тишину. Немецкая овчарка Макс, едва дыша, приподнялся и обнял своего хозяина Андрея, словно прощаясь. Слезы текли по щекам. Момент казался последним. Но вдруг ветеринар остановила процедуру. Она нахмурилась, прислушалась и тихо сказала: «Стоп, здесь что-то не так». То, что должно было стать концом, внезапно превратилось в шанс. Макс лежал на столе, ослабленный, почти без сил. Андрей держал его за ухо, шептал слова благодарности и прощания. Но врач заметила, сердце собаки бьется странно. Слабо, но не угасающе. Наоборот, будто борется. Она отказалась продолжать усыпление. Осмотр показал, причина состояния – не старость. Низкая температура и симптомы указывали на возможную инфекцию или отравление. Решение приняли мгновенно – начать лечение без ожидания анализов. Максу поставили капельницу и ввели антибиотики. Андрей остался ждать, в страхе и с едва тлеющей надеждой. Часы тянулись мучительно долго, ночь казалась бесконечной. Но ближе к утру врач вышла к нему и сказала: «Он стабилен, есть шанс». Андрей впервые позволил себе выдохнуть. Когда его пустили в кабинет, Макс уже открыл глаза. Слабый, но живой, он узнал хозяина и слегка вильнул хвостом. Это был переломный момент. Дальше началась долгая борьба. Андрей почти не отходил от пса. Он говорил с ним, вспоминал их жизнь, гладил по голове. Макс отвечал взглядом, движением лапы, тихим дыханием. С каждым днем появлялись маленькие улучшения. Врач предупреждала, состояние нестабильное, возможны осложнения. Но организм отвечал на лечение. Через несколько дней Макс начал вставать. Сначала неуверенно, затем все крепче. Однажды он сам сделал шаг к Андрею. Тот опустился на колени и обнял его, не сдерживая слез. Это уже была не надежда, это было возвращение. Спустя неделю анализы подтвердили, инфекция побеждена. Осталось восстановление. Врач сказала прямо, он сделал невозможное. В день выписки Макс вышел из палаты сам, немного шатаясь, но с поднятой головой. Люди в клинике останавливались, глядя на него с улыбкой. На улице их встретил свежий воздух и свет. Андрей обнял друга и тихо сказал: «Я думал, потерял тебя». Но они шли домой вместе, и теперь он знал, каждое мгновение рядом бесценно.